На связи Украина 365. Просим вас по возможности помочь нашему каналу финансово. Реквизиты в описании под этим видео. Не только ПВО. Украина договаривается со Словакией и о покупке САУ. Так, Украина может приобрести у Словакии самоходные артиллерийские установки «Зюзана-2». Об этом сообщает Деник со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя, который подтвердил деловые переговоры. Если бы украинское правительство купило гаубицу «Зюзана», это стало бы одним из крупнейших экспортных успехов словацкой оружейной промышленности за 30 лет, пишет издание. Утверждается, что переговоры о закупке этой военной техники почти завершены. Украина может получить 16 артиллерийских установок. Добавим, что САУ «Зюзана-2» производства компании «Конструкта де-факто» оснащена 155 мм гаубицей. Максимальная дальность стрельбы 41 км. Масса самоходки 32 тонны. Экипаж состоит из 4 человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты. Ранее в пятницу стало известно, что Словакия отправила Украине ЗРК С-300. Сам процесс передачи зенитно-ракетного комплекса для ВСУ проходил тайно и занял целых 2 дня. Также было обнародовано видео отправки этого комплекса ПВО. Стоит сказать, что украинская армия на этой неделе также получила 20 новейших БТР «Бушмастер», разработанных в Австралии, стоящих на вооружении во многих странах мира. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон говорил, что «Бушмастер» направляются в Украину после обращения в парламенте президента Владимира Зеленского. Решение о передаче «Бушмастер» на сумму 50 миллионов австралийских долларов называют историческим, поскольку это самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории Австралии. Этот бронированный автомобиль высокой проходимости может привозить 9 солдат с запасами пищи и патронов на 3 дня автономного сопротивления. Также имеет защиту от мин. Тем временем стало известно, что Британия отправит Украине бронемашину «Мастиф». Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна отправит бронетехнику в Украину. Об этом он сказал в комментарии телеканалу Sky News. «Мы отправим бронетехнику, защитные бронемашины, такие как «Мастиф», чтобы убедиться, что у Украины есть такая поддержка», — сказал он. «Очень важно, чтобы мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь Украине. И там, где они просят у нас оборудование, если оно у нас есть или мы можем помочь и другим предоставить его, мы это сделаем», — добавил министр. Также сообщается, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для обучения украинских военнослужащих. «Мастиф» может быть вооружен 7,62 мм пулеметом, 12,7 мм крупнокалиберным пулеметом или 40 мм гранатометом. Бронемашина развивает максимальную скорость 90 км в час, оснащен радиостанциями «Боуман» и электронным средством противодействия, а также дополнительной броней сверхстандартного уровня. Передать Украине свое вооружение может и Кипр. Как сообщает Forbes, президент Кипра Николас Анастасиадос положительно воспринял запрос США о передаче вооружения советского производства Украине. На вооружении армии Кипра есть зенитно-ракетные комплексы ТОР и БУК. Также Кипр готов передать Украине танки Т-80, которые купил у России во второй половине 90-х годов и в начале 2010-х. В информации, которую приводит издание, говорится о том, что Кипр заинтересован в передаче российских систем Украине, если сможет получить адекватную замену. На Кипре также учитывают, что российское оружие будет трудно удерживать из-за масштабных санкций, под которые попала Россия. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А также напомним, Сенат США единогласно одобрил проект закона о программе Ленд-лиза для Украины. Принятие закона позволит ускорить и значительно расширить военную помощь Украине, которая отражает военную агрессию России. Последний раз практика Ленд-лиза применялась в ходе Второй мировой войны. В случае принятия закона о Ленд-лизе в защиту демократии в Украине президент США Джозеф Байден будет наделен расширенными полномочиями
по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения и для других целей. Эти полномочия будут действовать до конца войны. При этом любая атака России на гражданское население Украины, в том числе нападение с использованием традиционных видов вооружений или кибератака на объекты критической инфраструктуры Украины, будет рассматриваться как продолжение конфликта. Теперь за проект закона должна проголосовать Палата представителей. Если там он также будет одобрен, а вероятность этого достаточно высока, то далее он будет направлен на подпись президенту США.